Сегодня 5 апреля 23 года, весна. И сегодня мы покажем, что такое настоящий русский кофе-райд, а не эти детские велопокатушки по сухой Москве. Аккуратно. Ветер сегодня порывистый, от 11 до 20 метров в секунду. Погода самая весенняя. Бип-бип. Сейчас мы кого-нибудь найдем, первого попавшегося велосипедиста, и поедем кататься для того, чтобы попить кофе. Снега в этом году немного больше, чем обычно, примерно на 1 метр. Ну, нам это не страшно. Начинаем наш кофе-райд. Для начала нам нужно заехать в магазин и купить ингредиенты для кофе. Ветерок сдувает. Так, тут немножко сугробов. Мы купили молоко. Едем сейчас в парк Водяновой. Мимо него проедем, а дальше в парк. Маркообразный. Сзади крузак подождет. Никуда не денется. Ему тепло. Накатанные вот эти бугры. Самая плохая дорога. Ну, смотри, как каток чистят. Ничего себе. Молодцы. Так, а мы по этой дорожке заедем, она почищена, нет? Вроде почищена. Тут солнечная сторона, уже снег чуть-чуть подтаял. Детские горки. Тут нормально замело снегом. Проедем аккуратненько. Здравствуйте. Спасибо. Ребенку сейчас лучше всего. Едешь укутанный, на санках, класс. Чуть-чуть дует ветер. Давай здесь сядем. Тебе тоже понравилось? Да. Кофе-райд по-русски. Это у меня то, что в Москве. По чистым дорогам кататься. Суровый русский кофе-райд. Ловусь. Ловусь. Так, а
Все, этот столик зарезервирован. Я думаю, можно ходить. Запасные перчатки на случай, если первые промокнут. Сахар, А я на стоит. велокофе. Вот так вот у нас в ногах снега, кофеек, велики. Вот это русский кофе-райд. Завидуйте. Кофе просто кайф. Если это появляется, значит весна. В детстве для чего их лизали? Ты бегаешь, вечно, получается, как бы на санках там играешь. И на лыжах бегаешь, всегда в движении. Тебе жарко. И хочется всегда пить. Чтобы домой не ходить пить, вот брали сосульку, лизали ее. Все, утоляли жажду и шли дальше бегать. Кофе-райд без прогулки по лесу – это не кофе-райд. Поэтому едем в лес. Левип. Физкульт, привет. Спасибо. Физкульт, привет. Так, надо делать остановку. Во флисовых перчатках замерзли совсем руки. Надо одевать сноуборд, перчатки. Тут кушают воробьи. Только что пролетал снегирь, но он куда-то улетел. Походу он не особо любит воробьев и кушает отдельно. А вот там летает дятел. Видно его, нет, куда он полетел? Дятел тоже хочет кушать, походу. Вот он дятел летает. Ну, у меня, конечно, камера его не увеличит. Доставать зеркалку долго. И тут, короче, дятел сидит. На шаман-дереве увидели воробьев, снегиря и дятла. У них там сейчас пир, обед. Кто-то им там много семечек накидал, они все кушают. Поэтому не стали им мешать, поехали дальше. Воздух в парке замечательный, свежий. Пыли нет. Никакой загазованности нет. Класс. Скоро наш друг Евгений соберет до конца свой гревел на фолк-карбоне от известнейшего бренда BXT. И будем его тестировать с алюминием и сравнивать с остальным гревелом. Еще интересно, какой вес у него получится. У него будут стоять самые легкие покрышки Gravel King. Уже не помню, слики или полуслики. Там у них вес примерно 380 грамм. Так что получится пушка-гонка. Мы доехали до второй кафешки, перекусили пиццей, едем на следующую точку. Так, только что был задан вопрос рассказать сравнение, так сказать, в двух словах между Оронином, обычным, стандартным, у которого стальная вилка и стальная рама, и Саликсом.
Это Саликс 400, ну, будем брать любой Саликс, который на алюминиевой раме и на карбоновой вилке. Минусы, плюсы. Получается, начнем с плюсов Саликса. Во-первых, он легче Ронина. В стоке он должен весить 10,5, скорее всего, без педали этот вес указан. Вот, Ронин весит 11,3. Но у меня по факту Ронин весит 12,3, потому что у него много защиты на перьях, изолента, прочее. Где-то он 12,3 весит. Саликс 10,5 в стоке был, где-то 10, может быть, 800, 10 700, 10 600, Паша говорит, у него весит. Вот, то есть разгон на нем уже по весу даже лучше, да, и скорость держать на нем легче. Плюс у него колеса на осях, это неоспоримый плюс. У Ронина они, получается, на эксцентриках. Вот, по накату, когда мы едем вниз без ничего, накат у Саликса лучше. Он чуть быстрее разгоняется, чуть легче, и по накату с горы тоже он меня нагоняет. Хотя покрышки у нас с ним одинаковые по размерам 700 на 38, но у него стоят рамблеры. Но на горке он меня догоняет и обгоняет. Ему приходится притормаживать, чтобы меня не обгонять, когда мы катаемся. Ну, если я снимаю впереди на камеру. Вот. Потом у него стоит в стоке очень узкий руль у Саликса. Настолько узкий, что когда вы едете по песку или по снегу, по вот такому снегу, то вас будут кидать влево-вправо. На стоковом руле на Саликсе вообще нельзя ездить, только по асфальту. Вот. Поэтому первое, что я сделал, я выкинул оттуда руль стоковый и заказал ему руль пошире. Самый дешевый был, самый бюджетный. Это руль для гревела Автор. Размера не помню. Но почему он пошире так прилично. И на этом руле, на авторовском, у него появилось управление. То есть, что значит управление? Так это одной рукой едешь на гревеле и спокойно рулишь, что на асфальте, что на снегу, что на песке. Если ты на гревеле не можешь держать управление одной рукой, а нужно двумя, то это отсутствие управления. Вот данную проблему на Саликсе решили широким рулем. Вот. Что еще сказать? С него еще мы скинем полкилограмма. Мы поменяем у него ротора на более легкие. Тоже шамановские. Ну, легкие поставим ротора. Там больше 100 грамм скинем. Плюс поменяется подсидел на легкий, еще минус там 100 чем-то грамм. И он получится будет где-то близко к 10 с копеечками килограммами. Будет очень легкий. У Саликса стоят Maxxis Rambler. Минус этих покрышек. Ты не помнишь, насколько рамблеры тяжелее Gravel King'ов? В общем, рамблеров есть два минуса огромных, по которым их вообще нельзя ставить ни на какой гревел. Первый минус. У них очень низкое максимальное давление. И при езде на асфальте на высоком давлении эти камеры разрывают. У нас тут случай был на видео летом. То есть, когда мы выехали, была прохладная погода. Они были накачаны не до максимального давления, но даже при этом камеру при резком увеличении на плюсовую температуру, там до плюс 30 с чем-то, что ли, ее просто взорвало. Покрышку это там несколько миллиметров порез, то есть вот минус такой. А у Gravel King'ов, на которых катаюсь я, у Gravel King'ов очень большой запас по максимальному давлению, и они намного лучше под асфальт. Вот, плюс мы поставим на этот Саликс Gravel King, которые самые легкие в мире с протектором, и скинем еще чуть-чуть веса. Ну, то есть мы 100% выйдем на 10 килограмм вот этому велосипеду при нынешних 10,6. Вот, потом у Ронина основной плюс и главная причина, по которой я покупал именно этот велик, это сталь хромолибденовая. Потому что я общался перед покупкой с путешественниками, которые катаются не по 10-5 километров по городу или по 25, а которые прокатались на остальных велосипедах десятки и сотни тысяч километров. То есть, если нужен комфорт, то это только сталь и ничто больше. Ну, не хай-тен, а именно хромой, потому что она легче будет. Вот, поэтому, например, по проспекту, когда мы катались во время ремонта, на Саликсе я катался.
Там расстояние где-то по проспекту у нас 3 километра от силы все. Вот за эти 3 километра туда и обратно. На Саликсе при вот таком положении у меня так отбивало вот эти места запястья, что они болели. То есть если бы я, например, еще раз решил прокатиться туда-сюда 3 километра, то у меня бы рукам хана пришла. А на Ронине вот этого ощущения боли здесь вот в запястье вообще нет. То есть рама настолько играет, что боли никакой нет. Комфорт невероятный на стальной раме. И если вы покупаете алюминий, то потом не жалуйтесь никто на то, что вот болеть в этих местах. Вот это главная фишка стальных гравелов. Ну, вообще стальных велосипедов. Плюс есть такой момент. У меня сейчас этот самый дешевый Ронин. Есть Ронин SL. Практически копия этого, но главное отличие у него в том, что он уже идет на втулках. У него легкие колеса накатистые, мавиковские. Я думаю, я точно не смотрел, но надеюсь, что там промы стоят. Вот. И вес у Ронина SL, в отличие от обычного Ронина, 10,5 примерно. То есть, покупая Ронин SL, вы, получается, тот же вес, который есть у Саликса. По весу, то есть там уже отличия никакого нет. По накатам он не должен быть Ронин SL хуже, чем Саликс, потому что он тоже на осях уже идет. И плюс у него будет комфорт, который есть у Ронина. Поэтому сейчас я думаю о покупке Ронин SL. Ну, это как самый приемлемый по деньгам велосипед, который будет на карбоновой вилке, на стальной раме, плюс на осях. То есть велик без осей — это, конечно, плохо. Вот, если он у меня появится, то можно будет сравнить уже Ронин SL с этим велосипедом. На спусках, на подъемах. И у Ронина, у него более дорожная геометрия рамы. Вот эта труба верхняя у меня очень сильно поднята. То есть у меня пошла вторая ростовка на рост 175. На Саликсе, здесь правда S-ка, но все равно у него очень скошена верхняя труба. И на нем намного комфортнее кататься по горам, по самой геометрии. То есть там держать, ну, и вверх на нем карабкаться как-то полегче, чем на Ронине. Ну, это я так беру по сравнению для человека, который никогда не катался. Мне, в принципе, без разницы, потому что я катался на разных великах, по всяким поверхностям. Вроде рассказал все твои плюсы и минусы свои. Нормально. Минусы тоже. Но если вы берете первый велосипед Gravel, то есть, допустим, вы катались на чем-то и хотите купить Gravel, неважно, шоссе вы хотите перепрыгнуть на Gravel или с МТБ, то первое, на что надо смотреть по характеристикам комфорта, это именно стальная рама. Если для вас комфорт не важен и вы готовы мириться с болью в запястьях, пожалуйста, берите алюминий. Его не будет как Ронин вилять, кидать, особенно с весом. То есть рама не будет гнуть никак, она не будет флексить, но у него будет боль в суставах. Это прям вот любая алюминиевая рама Gravel, это боль в суставах именно вот в этих вот. Ну там и в жопу, конечно, отдается сильно, потому что алюминий жесткий. Но самая главная проблема, у меня вот эти руки болят на вот этом велике. Но он быстрее. За счет колес, за счет втулок, за счет осей, за счет веса. Поэтому очень хочется купить After SL. Это ветер 20 метров в секунду, порывы. У меня стоит на второй звезде всегда зимой. Не люблю низкие передачи для слабаков. Если ты не слабак, выбирай только вторую звезду. Все замело. Попробуй где-то 20-30 сантиметров свежие. И возвращаемся обратно в город. Сейчас минус 17. Без учета этого ветра. Ай-яй. Как тебе погода? Как тебе погода? Отлично.
Саша, чего вообще не катал? Мы так долго ждали весну, и весна наконец-то пришла. Наш теплый весенний кофе-райд подходит к концу. Сейчас мы поедем на ПП. И с ПП уже по домам. Какая красота. Весна идет. Маленький хищник бросается на детей. Все, хищника забрали домой. Что, может, на ту сторону переедем? Тут, походу, не будет где ехать. Да? Тут все замело. Ну ладно уже, заехал, пошли. Будем мучиться уже. Ты сам выбрал этот путь. Так, тут только быстро переходить пешком, потому что здесь обычно никто не пропускает. Сугробы сразу пол колеса уходит. А если дальше ехать, то все колесо уедет туда. Сугробы. Еще один нюанс. Это расстояние уронено между покрышками. Мизинец спокойно пролазит. Это у Сайлекса. Здесь мизинец даже не пролазит. То есть здесь визуально, ну, миллиметров, наверное, 5 расстояние от покрышки. А здесь почти сантиметр уронено. 10 сантиметров примерно. Здесь примерно 5 миллиметров расстояние. Вот здесь между перьями, здесь тоже примерно 5 миллиметров у Сайлекса. Здесь уронено, ну, чуть-чуть побольше. Чуть-чуть, не намного. Ну, тоже есть такой нюанс. И, по-моему, по вилке здесь тоже есть проблемка. Здесь вот, здесь мизинец не пролазит у меня, у Сайлекса. Там мало места. А на ронине мизинец залетает, пролетает. То есть здесь места тоже больше под установку крыльев. Такая вот разница еще тоже есть у них. Это я выбирал владельцу Сайлекса велокомпьютер. Вот, он работает минус, сейчас минус 17, ветрище был. Maxxis Rambler при катании по снегу выглядит вот так. Забитый снегом. А это Gravel King. Абсолютно чистые. Вот настолько плюс Gravel King'ов. Мало то, что они держак хороший имеют, меньше весит, и у них не забивается протектор. Так, передние сниму. И переднее тоже чистое колесо. Это рамблер, забитое снегом. Так что мы сделаем с рамблерами? Выкидываем их к чертовой матери. Ну, вернее, мы продадим на барахолке. Тем людям, которые чтят эти покрышки, считают их самыми лучшими, пожалуйста, покупайте. Вот они, практически нулевые. С удовольствием вам их продадим.